Ну что, поговорим на тему привлечения денег. Сейчас посмотрю вообще, что у вас там с деньгами. Что с деньгами? Одной картой интересно сделать или тремя, как думаете? Это же диагностика, да, своего рода. Давайте, если одной картой, что в кошельке, да, сейчас на данный момент? Хотелось бы больше, да, еще перевернутая карта звезды. Почему-то кажется, что вот если я пойму, какое у меня предназначение, часто вообще такой обман существует, то есть звезда моя перевернется, пленительного счастья, и как повалят денежки, я, значит, ни дня не буду работать. Нет. Но вот ощущение неудовлетворенности, потому что хочется больше, да, хочется больше. Звезда перевернута, и сейчас кто-то скажет вообще, ну и что, все же хотят больше. Ну, согласна, окей. Все всегда хотят больше, это абсолютно нормальная история. Но проблема как бы ваша в том, что у вас больше не получается, да. Если понимаете, что ваша история, ну, смотрите дальше, будем разбираться, почему не получается. Давайте, как добываете деньги, ребят? Как добываете деньги? Понятно. Такое ощущение, что вы их сакрализируете, демонизируете. Вы сейчас мне скажете, а я денежки люблю, ой, я так люблю деньги, я так люблю деньги. И с одной стороны, это хорошо, что вы их любите, а с другой стороны, бывает такое, что вы их тревожно любите. А когда мы их любим тревожно, мы их, слишком начинаем сильно на них фокусироваться. Когда мы сильно фокусируемся, короче, ребят, давайте по-честному, вы себе врете. Все, я тут спич не буду продолжать. Вы, короче, себе врете относительно того, что вы любите деньги, умеете ими распоряжаться, потому что нет. Потому что вам почему-то кажется, что если вы всем и каждому будете рассказывать, как вы сильно любите деньги, деньги вас полюбят, и вы придут в ваш кошелек. Давайте посмотрим, как вы относитесь к тому, к вот этим всем прекрасным поверьям из серии красных трусов на люстре, да, зарядите телефон розеткой. Ну, знаете, когда втыкается в розетку телефон, да, вы это делаете. Он говорит, ну да, что такого? Да, нормально. Работает для вас? Работает для вас? Знаете как? Хотелось бы, чтобы больше, но вот что-то никак. Да я вижу, что никак. Звезда-то перевернута, блок-то есть, вы иначе не смотрели бы. И вот о чем здесь страшный суд? Пятерка мечей. Короче, смотрите, это кажется чуть-чуть, и оно сработает. Но они же говорят все другие, что у них это типа работает. А здесь вот ощущение какого-то все же недоверия к легкости, к вот этим типа всем волшебным процессам, которым вот нас повсеместно все учат, да, из серии там относись с легкостью, с великолепием, денежки придут. А вам этого не хватает. Давайте сейчас посмотрю, как вы добываете деньги. Как добываете деньги? Нормально добываете, вот тройка кубков, паж жезлов. Знаете как? Вы смешные. Я добываю деньги с имитацией радости, потому что по факту у вас ее нет, вы себе врете. Вы здесь вот врете, что вы занимаетесь тем, что вам нравится, или как-то вы наладили связь там с деньгами, счет, но вы себе реально врете, потому что есть ощущение, что вы что, денег боитесь? Давайте посмотрим истинные отношения. Истинные отношения. Маг. Тройка мечей. Ну что истинные отношения, типа, да? Я типа все знаю, как это все делать, как оно работает, все законы знаю. А для меня это не работает. Вот она моя личная пятерка мечей, я закопалась, да, во внутреннем конфликте. Вот она тройка мечей. Как бы мы не показывали, что нам типа все радость, великолепие, легко, а там деньги со всех сторон. Тут, понимаете, вот истинная картина мира, то есть вы сознательно это все показываете, а бессознательно нет. А бессознательно мы в состоянии претензий, бессознательно мы в глубоком недоверии по отношению ко всем этим процессам. Вот, давайте вот истинная, наверное, диагностика, да, финансового канала. Кошелек посмотрели, что с финансовым каналом. Хорошая новость. Хорошая новость, что вот если убрать вот эту всю ерунду как бы в вашей голове, с тройки мечей, пятерки мечей, да, ощущение, что ритуалы вот эти вот все не работают, то карта императора говорит о том, что вы действительно можете выстроить себе очень крутую, классную финансовую систему. Я сейчас посмотрю, конечно, с магическими элементами или нет, то есть нужно ли нам сюда приплетать энергию или хватит просто финансового планирования, потому что у всех у нас разные способы и методы. Где-то вы, кажется, понаврали.
Ну, смотрите, здесь, наверное, больше про изменение мышления, да, это пятерка пентаклей, она такая немножко усугубляется. То есть, как раз смотрите, ваш тормит. Я не могу сказать, что вообще нет денег, но тут, скорее всего, когда вы берете себя в руки, когда у вас есть дисциплина, когда вы сели, например, там, свели это дебет с кредитом, все посчитали, да, расходы, доходы и прочее, вы примерно понимаете, где у вас освобождаются деньги, а где проседаете. А когда ушли в состояние абстракции, то вот она, наша перевернутая звезда. Деньги — это, конечно, энергия, но мы чувствуем эту энергию, когда она материализуется, согласитесь? А вот что-то она не очень материализуется. Не очень. Ну почему? Потому что мало энергии императора в этом всем. Потому что в плюсе, смотрите, энергия императора, ну, что касается денег, да, это про умение создавать системы. Это действительно про, по большей части, практический подход. Как мы можем увеличить приток денег? Ну, сейчас у меня не очень для вас хорошие новости, потому что шестерка мечей, плюс она еще перевернута, вы как будто не видите способ, метод. Вы, короче, смотрите, будущее вы мне обложили мечами, плюс еще и перевернутыми, да? То есть, если я смотрю примерно настоящее и прошлое, вот там вот как раз было попроще такое немножко прояснение все же. А что касается будущего, для вас реально тучи. То есть мы почему-то туда не смотрим, что тучи рассеялись, да, и как бы нам все видно и понятно относительно нашего пути там и финансовых каналов, потому что шестерка мечей, знаете, она не означает какой-то порчу на ваш финансовый канал, что вам что-то подружка соли там какой-то подсыпала под дверь, да, что вас что-то увели. Это просто означает о том, что пока сейчас либо не случается шанса, может быть, это какие-то удачные инвестиции, вложения, работа и так далее, да, но здесь у нас практическое применение, понимаете, здесь нет магии, здесь нет трусов на люстре, еще чего-то, но пока сейчас на данный момент, анализируя всю ситуацию, вы пока не видите шансы на какой-то источник, да, который вам, собственно, деньги принесет. Но он, конечно, безусловно, это будет. Но я могу сказать, почему здесь денег нет, потому что вы вообще не определились, вы на долгосрочной дистанции, на краткосрочной, потому что для вас деньги — это хаос, здесь нет системы, она вообще не выстроена, вот об этом говорит перевернутая карта звезды. А император у нас как раз систему выстраивает, посмотрите, как сильно она у вас проседает вообще, понимаете? То густо, то пусто, то есть, то нет, системы нет в частности. А почему вам кажется, что вы ее не можете выстроить? Да можете вполне. Ну вот, я думаю, что мы сейчас что-то нащупаем для вас, какой-то выход. Да, повешенный, но повешенный здесь в плюсе. Если кто-то сейчас мне скажет, что у вас практически вся колода перевернутая, нет, потому что есть прямые позиции. Я не переворачиваю, чтобы читать более объемно. Вот здесь вот в этом ключе, да, перевернутый, повешенный, все-таки лучше. Вполне возможно, что он таки уже что-то поймет относительно себя. Шестерка жезлов, четверка мечей. Короче, слушайте, вот в тот момент, когда вы поймете, что никто ничего у вас не воровал, ни удачу никакую, ни перекладов, ни чего-то еще магических нет на ваших финансовых каналах, вот как только вы это поймете, перестанете перекладывать ответственность, то у нас как бы энергия императора выравнивается. Посмотрите, как нам нужно абсолютно все сначала, да, обнулить вот эту всю информацию, которую мы знаем относительно себя и финансовых каналов, потому что вы себе уже это все накрутили. Обстоятельства, там, не знаю, последствия, люди, порчи, там, вот все что угодно, потому что в голове действительно у нас вот это подзагажено. Вот как нам нужно очистить эти все авгиевые конюшни, просто нужно обнулить представление о себе и представление о деньгах. Потому что, в принципе, здесь все нормально с вашим финансовым каналом, потому что императрица на диагностику финансового канала — это женщина, которая преображает, да, то есть мы вспоминаем, где внимание, там энергия. Это очень, на самом деле, крутой метод и способ, который работает. Есть медитация на императрицу, да, императрица, которая приумножает, да, которая сажает вот какие-то семена, при этом семена эти плодородные. Вам просто нужно переключить, знаете, как ваше мышление из стороны, что вы не плодородная земля, что ваши идеи не приносят какой-то профит, что все, что вы придумываете, не имеет почвы, что не получится у вас там, да, запустить те процессы, которые вам необходимы, потому что вам перекрывают дороги, у вас всякие порчи, у вас там не те родители, не тот денежный канал, короче, все не то.
Если мы эту ситуацию вообще отпускаем, просто пусть это в голову к нам не приходит никак, и запускаем, соответственно, новые процессы о том, что для того, чтобы что-то росло, нужно что-то сеять. И бывает такое, что что-то не взошло, это тоже нормально. Да? Для этого перепахивают землю, убирают эти все мертвые семена. Не страшно ошибаться. Посмотрите, как вы обложили себя мечами. Ну, семерка мечей перевернутая, четверка мечей, пятерка мечей, тройка мечей, да? И поскольку эти карты перевернуты, здесь могу сказать, что это ложные представления. Это много ментального мусора в голове. И по сути, ничто не мешает вам зарабатывать деньги, да, столько, сколько вам нужно, ну вот кроме вот этого ментального мусора. А здесь просто нужно понять, что вот по энергии императрицы, неважно, мужчина или женщина смотрит, это именно про то, что мы постоянно все-таки, да, там засеваем поле новыми семенами и ухаживаем, да, за этим всем. То есть это не должно быть кладбище проектов. Если мы что-то начинаем, да, то есть мы должны как императором этим управлять, да, может быть, даже на этом этапе там, ну, не делегировать всем подряд, все равно присматривать. А вы, условно, за своим садом что-то перестали присматривать. Вам почему-то кажется вообще, что если там яблоки когда-то плодоносили, то если их не культивировать, не одобрять и так далее, то есть, ну, они же давно плодоносят, они так и будут это делать. Понимаете? А здесь бы, конечно, нужно прям навести порядок во всем. Начните с того, что порядок в доме наведете. Посмотрите, вот еще какой-то новый источник дохода вытащили с вами. Да, это реально, вот у вас есть какой-то новый источник дохода, про который вы пока не знаете. Да, точно. Ну, почему? Потому что у вас пока еще не те энергии по королеве жезлов, пока еще не те энергии. Вот. Но вы на пороге уже, смотрите. На пороге. Это что-то из прошлого. Это что-то из прошлого. То, что реально либо раньше могло приносить вам деньги, да, и вы как бы это все положили в какой-то темный шкаф, да, либо просто никогда не думали, что это может приносить нам деньги, вот приносит. Потому что, да, было ощущение, да, что типа вот этим деньги не заработаешь. Но вот по большей части здесь, наверное, дело в том, что заработать деньги вы вообще можете по вот этой карте абсолютно любым путем. Просто вы в это не верите. А здесь именно энергия в том, что вы же про добычу, вы про приумножение, вы про то, что куда бы вы ни направили внимание, вы всегда там можете получить результат при условии, что вы присматриваете, да, за теми семенами, которые вы засели. Это что касается денег. Ну все, я буду заканчивать, потому что это была такая краткая диагностика ваших финансовых каналов, что вам нужно сделать прямо сейчас. Ну все, с вами была я, ваша нейроведьма.